Можно позавидовать тем, кто не знает рецепт этого простого, но очень вкусного пирога. Друзья, какой аромат! Это невероятно вкусно! Всего несколько доступных ингредиентов, и получается за считанные минуты вот такая шикарная выпечка. Этот пирог сможет приготовить даже ребенок. Давайте я быстренько вам покажу, как его готовить. Одно яичко. В него добавляем щепоточку соли. Туда же отправляем 3 столовые ложки сахара или же сахарозаменителя. В качестве сахарозаменителя мне больше нравится эритрит. Это называется дынный сахар. Он по вкусу очень близок к сахару, имеет примерно 70% от сладости сахара и при этом имеет нулевой гликемический индекс. А, друзья, какой сахарозаменитель, если вы пользуетесь, предпочитаете вы? Интересно почитать ваше мнение в комментариях. Я же беру в эту смесь, отправляю 2 столовые ложки сметаны. Быстренько размешиваю. Мне этот рецепт нравится тем, что буквально за пару минут у нас шикарнейшее блюдо получается. Отправляю 120 грамм масла. Масло, так же как и остальные ингредиенты, я заранее нагрел до комнатной температуры. Мука, 300 грамм муки. Вы, друзья, просеиваете муку или нет? Интересно ваше мнение почитать в комментариях. Иногда я просеиваю, иногда нет. Вот. Предыдущий рецепт я готовил, я просеивал, а сейчас решил не просеивать. По консистенции теста сейчас я вам покажу, какое оно должно получиться. Но перед этим я добавляю 10 грамм разрыхлителя. Вот так вот. Оно уже стало по консистенции, смотрите, уже тягучее. Но мы использовали только половину муки. Отправляю еще часть муки. И лопаткой уже скоро будет сложно замешивать. Я вот сейчас замешал тесто. И оно абсолютно не липнет к рукам. Оно податливое, прекрасное. Но мне оказалось мало 300 грамм муки. Я добавил еще 50 грамм муки. И я тут подумал, что в кулинарии я делю людей на 2 типа. Первый тип – это тот, который делает строго по рецепту, грамм в грамм. А есть второй тип людей, который делает на глаз. Я отношусь ко второму типу, я делаю на глаз. А к какому типу людей относитесь вы в кулинарии? Интересно узнать, кого будет больше в комментариях. Тот, кто строго следует рецепту, или тот, кто делает на глаз. Вот такой колобок у нас получился. Его на 20 минут под крышечкой, чтобы не заветривать, оставляем отдохнуть. Пока отдыхает тесто, мы возьмем 500 грамм творога, отправляем в большую емкость. К творогу мы добавим 1 куриное яичко. Сюда же мы сразу же добавляем 1 ложку сахара или сахарозаменителя, как я уже говорил. Можно выбрать одно из 2, а даже и одно из 3. Можно вообще без сахара делать этот рецепт, тоже будет очень вкусно. Далее я отправляю изюмчик. У меня есть вот такой темный изюм. Это уже не обязательно. Это уже по желанию. И у меня есть вот такой золотой изюм. Вот такая красота у нас получается.
И теперь остается добавить сметаны. 2 столовые ложечки. То есть на этот рецепт нам понадобится, сейчас скажу, сколько у меня баночка, грамм она, 180 грамм сметаны. Это 4 столовые ложки получается. 2 ложечки на тесто пошли и 2 у нас ложки пошли на творог. У нас уже с вами все почти готово. Духовочка уже включена. А мне интересно, с какого города, из какой страны вы смотрите данный рецепт. Интересно, куда же он залетел. Буду приятно удивлен и замотивирован вашим комментарием. Очень интересно знать. Творог готов, и у нас уже практически все готово. Но я, друзья, решил сделать мега-бомбически вкусный рецепт. Для этого вот просто экспромтом мне захотелось взять и использовать мак. Для этого я взял 100 грамм мака пищевого, его промыл водичкой, залил кипяточком и дал настояться, чтобы мак набух в течение часа-двух, пока готовился к рецепту. Теперь я его перебиваю, и у нас будет просто бомбический рецепт. Друзья, наверное, я один такой необычный. Вот просто люди, когда делают на кофемолке что-то мелют, они просто берут и стационарно вот так вот включили и ждут. Мне же надо брать во время того, как я это все перемалываю, и вот так потрясти, и так потрясти кофемолку. Интересно, я один такой или вы тоже такие? Наверное, я один такой. Вот посмотрите, как мак из черного начинает превращаться уже в белый. Это молочко, которое выделяется в маке. На 100 грамм мака я возьму 50 грамм сахара или сахарозаменителя, кому что больше нравится. И его вот так вот перетираю. Вот такая большая гора мака у нас получилась. Наше тесто уже отдохнуло. Берем наше тесто, немножечко муки на разделочную досочку. Наше тесто надо разделить на 3 равные части. Раз, два, три. Мы берем 2/3. 1/3 пусть остывает еще. Остывает. Чуть-чуть муки, и теперь нам надо сформировать красивый блин. Я вот, друзья, вам открою секрет. Я недавно шел мимо выпечки магазинной и не сдержался. Я купил сразу одну сдобу с маком. И прямо там ее умолол за пару минуток. Потом мне показалось мало, я вернулся и купил еще одну сдобу. И точно так же ее съел. А вот потом уже, когда прошло время, и когда я опомнился, что называется, я думаю, вот я сейчас съел то, что с трансжирами, то, что с маргарином, то, что с непонятно какими добавками. И подумал, а почему бы мне точнее, самому просто не спечь? Пекется очень быстро, и вкус шикарный домашней выпечки, потому что сделано с любовью, из проверенных продуктов. И вот я так вот потом подумал, и в результате я решил испечь вот этот вот рецептик.
Все, блин у нас почти готов. Тесто не прилипает абсолютно. И все это благодаря прекрасному маслицу, которое заранее я растопил при комнатной температуре. Готово. Я беру форму. В моем случае вот такая прямоугольная форма. Беру немножко маслица, уже растопленного, и хорошенько распределяю по краям. Так вот, друзья, по поводу того, что я сорвался. А как часто вы печете дома и как часто вы покупаете вот такую вот сдобу в магазине? То есть чаще вы покупаете или сами печете? Просто интересен ваш опыт. Теперь нам надо это тесто поместить вот в эту вот емкость. Это все делается вот так вот просто. Вот такая красота получается, но это еще не все. Нам надо убрать лишнее. Я смазал кончик ножа тем же самым растопленным сливочным маслом. И еще беру кончик ножа, смазываю лезвие и опять прохожусь, убирая лишние остаточки. Они не лишние, они у нас еще пойдут в дело. Теперь что нам надо? Аккуратненько, с любовью довести тесто до краев нашей формочки. Вот так вот. Желательно, чтобы оно было цельным и не трескалось в моменте. Готово. Это нам еще пригодится. Теперь мы делаем самую приятную часть данного мероприятия. Я беру небольшой слой, кладу нашего только что подготовленного, шикарнейшего, полезнейшего мака. В маке, друзья, столько полезного всего скрыто. Его, знаете, как вместо лекарства даже можно кушать. Вот так вот. И где промежуточки, я просто беру лопатку, которую опять-таки смазываю в масло. И этой лопаточкой быстренько прохожусь. Здесь особо нам не надо заострять на этом внимание, что называется, поскольку у нас будет следующий слой. Я отправляю в подготовленный наш вот такой вот красивый творожок с изюмчиком и разравниваю. Далее, опять-таки, можно это все делать красиво, долго, но в этом пока нет смысла. Почему? Я взял, как вы видите, половиночку, а вторую половинку оставил. Для чего? Для того, что сейчас мы делаем еще один слой. Я делю напополам и отправляю еще один слой вот так вот по чуть-чуть в нашу емкость. И когда это будет слоями при запекании, напомню, духовой шкаф у меня уже разогрет до 180 градусов. Он уже ждет этот пирог, так же, как я жду ваши лайки и обратную связь. Именно они помогают, мотивируют меня снимать для вас новые рецепты с любовью, с радостью, делиться полезным. А теперь у нас уже почти финальная стадия. Мы это все дело закрываем следующим слоем, уже финальным слоем творога. Вот какая красота. Буквально, знаете, пару минут
И у нас будет многослойный пирог. А еще сейчас, как увидите, как мы красиво его украсим, минимальными затратами, что называется. Готово. Разравнивается это все дело быстренько лопаточкой. А еще и изюмчик. Друзья. Ваши знакомые и близкие вам позавидуют. А ваши домочадцы, ваша семья любимая начнет вас носить на руках за этот рецепт. Я просто уверен. Ну, вы можете, конечно, им признаться, что он делается очень быстро и легко. Но можете и не признаваться, сказать, что да, я умею делать магию. Вот таким слоем еще отправляем. Неоднородно, как вы видите, я раскладываю маг. Для чего это я делаю сейчас? Вот вы увидите мою задумку. И я думаю, вы сразу же захотите ее повторить. Потому что она будет выглядеть очень необычно. Готово. И у нас финальное закрытие пирога. Для финального закрытия пирога нам надо подготовить лапшу. Будем готовить лапшу из оставшегося теста. Для чего нам нужна лапша? Именно для украшения. Вот смотрите, я раскатываю тонко тесто на прямоугольные такие вот, прямоугольную полосочку, можно так сказать. Тесто изумительно катается, не прилипает абсолютно, насколько вот удачная консистенция, подобраны ингредиенты. Можно просто наслаждаться данным тестом. Чуть-чуть муки, чтобы не прилипало. И раскатываем вот такую вот длинную полосочку. Далее я беру, можно взять обычный ножик, его маслице чуть-чуть окунуть и проходить вот такие вот делать лапшу, да. Язык заплетается. Можно взять нож для пиццы, вот такой, и дело у вас пойдет, я думаю, гораздо быстрее. Видите, как оно все пошло. Раз. Наша лапша из теста готова. Вот такая она получилась. Отставляем. И все, что нам остается, это красиво украсить наш пирог. Берем первую лапшичку и кладем по диагонали от края до края. Берем вторую, кладем от края до края. У нас получается вот такой Андреевский крест, что называется. Берем следующую и поверх нее укладываем вот такую вот завитушку. Лишнее я обрываю, оно нам не надо. И получается здесь принцип такой, друзья, что вот видите, одно сверху, второе снизу, одно сверху, второе снизу. И такими завитушечками мы с вами проходим полностью по всей поверхности. Так. Желательно это все делать одинаковыми промежуточками. Следующий кладется на перекрест. И здесь, видите, туда-сюда оно заходит вниз-вверх, вниз-вверх.
кусочки у нас еще остаются. Поэтому вот так вот. Из остаточков, которые у нас остались. Вот так. Края у нас заделаны. И теперь вот оставшимися вот этими вот полосочками нам надо с вами завершить действие, вот сделать ободочек красивый. Посмотрите, у нас почти все готово. Осталась финальная стадия. Я взял одно яичко и чуть-чуть добавил в него сметанки, которая у нас оставалась от предыдущего использования. И теперь вот этой смесью из яйца и немножко сметанки я смазываю наши полосочки, именно полосочки. Мак можно не трогать. Так, чтобы это все у нас хорошенько пропиталось. У кого уже течет слюна, так как у меня, словно весной капель, ну-ка, поставим лайк, если вам, конечно, не жалко. У меня уже слюна идет, честно сказать, капитально. Очень даже. Готово. Вы посмотрите только, друзья, насколько это красиво. Все, отправляем в духовой шкаф. Он уже разогрет. И совсем через мгновение будем дегустировать. Вы только посмотрите. Только с пылу с жару. Еще горяченький, не дотронуться. Ну, аромат стоит просто божественный, друзья. Не знаю, как у вас, но у меня уже... Ой, такая слюна идет. Даже не передать словами. Надеюсь, у вас тоже. Буду рад почитать в комментариях. А сейчас мы его с вами попробуем. Настал тот самый момент, когда мы можем продегустировать этот быстрый, очень увесистый и безумно ароматный пирог, который получился у нас слоями. Прямо сейчас мы его и продегустируем. Посмотрим, насколько он выглядит внутри. Сейчас отрежу, разверну, чтобы вы видели, насколько он внутри сочный. Вы посмотрите, сколько сочности, насколько он сочный внутри. Пропитался, творожок пропитался с маком, аромат просто волшебный. Он просто разваливается от того, насколько он сочный. Я надеюсь, друзья, на вашу поддержку в виде лайка и какого-нибудь комментария, что вызвало у вас, какие чувства данный рецепт, хотите вы ли его приготовить. Ведь канал совсем маленький, молоденький, и он очень нуждается в вашей обратной связи, чтобы помочь алгоритмам выжить и развиваться. А я в ответ буду готовить для вас полезные и вкусные рецепты. Например, вот этот, который вы видите сейчас на экране. Я его крайне вам советую. О, до встречи в новом выпуске «Художник в деревне». Художник на кухне. Я жду вас, друзья.